мы сейчас на 2 снегоходах где-то посередине поля в глуши. Вы одна здесь сколько уже по времени живете? Ну, лет, наверное, 20. 20 лет. Как-то немножко стремновато здесь, честно говоря, ходить. Мне лично. Окна вот так заколочены. Сова! Надеюсь, я выжму. Всем привет! Это канал Слово Пацана. И мы сейчас на 2 снегоходах где-то посередине поля в глуши. И едем мы в уже умирающей деревне, где, по нашим сведениям, в каждой деревне, которую мы будем посещать, лишь по одному жилому дому. И там живут люди. Мы пробираемся туда аж вчетвером. И как ни странно это звучит, нас 4 Димы. Сзади у нас там санки. Мы не с пустыми руками, мы взяли немножко продуктов. Едем примерно уже час. Достаточно прохладно. Ехать еще нам куда-то туда в поля. Надеюсь, сильно не замерзнем. Вы только представьте, вокруг ни души, только тишина и одиночество. И в этой деревне живет только один житель, благодаря которому эта деревня и живет. Зимой туда можно пробраться только вот так. Много очень нежилых домов. И среди них всего один жилой. Мы видим уже собаку, которая лает. У нас другой день, и мы пробираемся по сугробам. У нас есть информация, что вот в этой тут большая деревня, дома все заброшенные, и где-то здесь живет всего один житель. С гробом не так просто ходить, вот с этой коробкой. Думаем, как нам попроще пройти куда-то. Видим только вот следы какие-то разные. И вот такие заброшенные, уже разрушенные дома. Как-то немножко стремновато здесь, честно говоря, ходить. Мне лично. В общем, решили мы подойти к одному из домов, чтобы посмотреть. Туда вот куда-то мы премся. С коробкой вообще тяжеловато.
Ну да, здесь все заброшено. Окна вот так заколочены. Здесь что-то, какое-то строение разрушено. Меня больше всего напрягает. Сова! Сова вылетела. Белая какая-то, светлая. Большая? Да. Мы идем по собачьим следам. И вдруг оттуда сова вылетает. Я вот снял, я не знаю, как на эту камеру видно. Там, кстати, может быть еще. Пойдем посмотрим. Вот смотрите, одежда. Здесь даже какие-то занавесочки остались еще. Какие часы старые. Может, и не очень старые, но сейчас таких уже не делают точно. Видал, да? Здесь такой печь вот. Дневник есть, да, посмотрим. Во-первых, тут акватория, водная площадь, материализм, наука. Профсоюзный билет. Бритвенная машинка. О, точно. Снимаешь вот так, а ну-ка. Сможешь снять? Да, я что-то помню, такие были раньше. Да, я помню, дедушки моего такие. Вот здесь есть дневник, я нашел. Ученика 3 класса Гены. 3, 5, 4. По-русскому нормально, хорошие оценки. О, здесь булавки, иголки. И календарь какой-то лежит, смотри, кстати. Может быть, как раз это вот последний календарь вот этих домов, когда отсюда уехали. 1993 год. То есть это, возможно, последний календарь, когда еще здесь была какая-то жизнь. Но помимо календаря, мы как будто еще можем даже посмотреть на часы, когда села последняя батарейка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут были проездом. Снимаем про деревни, про русские деревни. И нам сказали, что здесь, в этой деревне, живет лишь один житель. Это вы. Правильно? Жительница, да, постоянная. А можно с вами познакомиться? Меня Дима зовут. Вас как? Нина Нина. А по отчеству как? Ивановна. Нина Ивановна. Да. Чтобы вам не запутаться, мы все Димы, оказывается. Да, 3 Представляете, 3 Дима. И вон там еще один Дима ходит. Мы просто мимо едем, решили к вам заехать. Узнать, как вы здесь живете. Ну как мы живем? Я на жизнь не хочу обидеться. Единственная трудность – воды нет. Вот моя дорога и туда, к речке. Больше километра, а там хороший у нас родник. Эту воду я вам посоветую пить и будете долго-долго жить. Вода Целебная? изумительная. Вот как я родилась, так вот ею пользуюсь. Угу. И хочу сказать, и жизнь другая, и здоровье другое. Скажите, а здесь вообще большая деревня была? 100 домов с этим поселком, 10 домов, вот там 90. А сейчас одна. Именно вот вы одна здесь сколько уже по времени живете? Ну, знаете, сколько лет? Ну, лет, наверное, 20. 20 лет? Да, 20 лет вот так. Так что, ну, ничего страшного нет.
Восстановление деревень – это огромный, значимый проект. Я не понаслышке знаю, что реализация действительно значимых проектов возможна при значительных ресурсах. А я вам расскажу, что каждый из вас, даже если не имеет значительных денежных средств, может сделать что-то особенное, важное, значимое для своего двора, района или даже села. Уже 3-й год Тинькофф поддерживает конкурс «Скиньте мяч». Скиньте мяч, пожалуйста. Он помогает обычным людям воплотить свои задумки в жизнь и подарить радость окружающим. Все, что нужно, это идея и желание сделать что-то полезное. И неважно, есть ли у вас опыт в реализации каких-то проектов или вы только начинаете, каждая инициатива имеет значение. Есть 3 основных направления: творчество, спорт и другие увлечения. Представьте только, что ваша идея уличного театра или шахматного клуба под открытым небом может оживить ваш район. И главное, в реализации вашей идеи вам может помочь грант в 200 тысяч рублей. И таких грантов всего будет 20. Это 20 ваших крутых проектов. На сайте конкурса вы можете узнать историю людей, которые уже воплотили свои мечты в жизнь. И, возможно, найдете вдохновение для своей задумки. А еще, отправив заявку, вы получите доступ к полезному курсу, который поможет вам не только начать, но и успешно завершить ваше дело. Так что, если у вас есть идея, которая может сделать этот мир чуточку лучше, не медлите. Переходите по ссылке в описании, знакомьтесь с проектом и вперед к новым свершениям. У меня просто проект уже в голове родился мой. Я сейчас пойду. Можете, кстати говоря, меня опередить. У меня проект уже есть в голове. Дверь на замке. В итоге здесь никого нет. Но мы дошли до сюда, уже в конце, честно говоря, устали. Но вот там, вдалеке, есть еще дома. Мы все-таки не теряем надежды. Мы уже проделали такой огромный путь. Смысл назад, наверное, с коробкой возвращаться уже как-то по такому снегу. Я увидел такой дом, кстати, с таким более современным забором. Но видно, что он весь выгорел, крыши уже нет. А забор так и остался. Ладно, идем дальше. Надежды все меньше и меньше, честно говоря. Как-то а сугробы все выше. Пока что мы не нашли ничего и никого. Нам не провалиться. Опа. Я думаю, что мы уже около часа идем. Вымотались что-то. Пить хочется. Воды нет. Снег можно немножко. В детстве ели. Нормально все было. Никогда так не делайте. Надеюсь, я выжму. Честно говоря, изначально я даже и не думал, что это будет так далеко. Просто мы без конца едем вокруг. Ни души, ни строений, ни домов, ничего. И мы по полям едем уже около часа. И где-то здесь, я еще точно не знаю, сколько ехать, живет семейная пара. Уже в той деревне, которая практически не существует, и держится она только на них.
общем, подъехали мы вот к такой церкви. Старая уже, да, заброшенная. Хочется сказать и познакомить вот тоже с Димой. Дима наш сегодня такой проводник. И вот как раз-таки он нам помогает с поисками, так скажем, тех жителей одиноких, которые уже вот в деревнях остались. У нас сегодня несколько точек, и будет это не один день, и мы двигаемся дальше. Не знаю, может, дома нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут деревня была, ой-ой, полная деревня была, а потом, как колхоз стал разваливаться, ну и все, и деревня умирать. Молодежь лишилась работы, и все поразъехались по городам. Лет 30 уже здесь живу. Мы, кстати, не познакомились. Меня зовут Дима. Это Дима. Это тоже Дима. А вот там, видите, вот с нами, тоже Дима. Все Димы. Все Димы. А вас? Люба. Люба. А мужа Коля. Ну, то осенью его разбил этот инсульт. И ему вообще, а кроме ложки и кружки, тяжелее ничего нельзя поднимать. И приходится вот одной ноги не ходят. Тяжело очень. А вот вымирать стало все хуже и хуже. Сейчас очень тяжело это жить. Тут вот полностью дома были. Там вот это, на той стороне. Все разрушились. Мы-то стареем, умираем. Деревни пустуют. Я не знаю, что-то куда ни придем, ни следов, ничего нет. Как понять вообще, где кто живет, не живет? Но О, есть следы есть. Да, я увидел следы. Окно все вот так болтается прям. Никто не открывает. Есть кто дома? Так, конечно, неудобно, но может быть там постучаться. Вот в эту дверь. На замке. Человека просто нет дома. Мы думаем коробку оставить здесь. Главное, за дверь, чтобы там собаки или кто-то другой не растащили. В любом случае, этот человек когда-то вернется обратно, куда бы он ни пошел. Может, за дровами, ну мало ли куда еще. Но тут есть следы. Пойдем по следам, а что нам делать? А вот человек, смотри. Приветствую. Дима. А это не ваш там дом стоит? Да. Меня Ваш? Дима зовут, здравствуйте. Мы все Димы. Все Дима? Да. Здравствуйте. Ё-моё. Дима. Это вам будет не тяжело, чтобы было запоминать.
Ну да. А вас как? Владимир Николаевич. Мы к вам шли туда вот, к дому к вашему. Вот они с той стороны шли, да? С той, да, стороны. Но мы искали именно вас. Нам сказали, что здесь житель единственный живет в деревне. Один, да. Деревня вся рассыпалась, короче говоря. Один остался. А этому дому сколько уже? Это, как бы сказать, еще до войны. Здесь бомбоубежище было. Бомбоубежище? Да, вот здесь. Ну-ка, ничего себе. Вот. Бомбоубежище. Сколько вам сейчас? 87 восьмой. 88-й. Да. Так что Ну, уже возраст такой, немножко преклонный. А как вы здесь справляетесь? огородишко, То есть вы что-то выращиваете? картошку, овощи. Потихоньку копаюсь. Нас удивило, если можно так сказать, что здесь везде очень так все ухожено, все протоптано, прочищено. И вот слышите? Удивительно, конечно. Всего один дом здесь, и живет бабушка в таком же возрасте. Яблони есть. И вот здесь, похоже, у нее участочек. Она нам сказала, что картошку выращивает, и разные овощи. А отсюда дом прям... Вот здесь крыша, она получается мне вообще по пояс. Но в этом году получилось так, картошка у меня слабая родилась. А так у меня картошки хватало и себе, и животным моим. А какие у вас животные? А животные собачки, уточки и курочки. То, что вы одна здесь живете, вам не скучно? Нет. Нет? Работы много. Когда работа есть, скучать некогда. И люблю музыку. Мне музыка очень помогает. Но давление подскакивает, а когда музыка, давления нет. Здесь можно пройти-то? Я что-то не ожидал, там прям вниз. Вот люк-то был. Чтобы вентиляции, чтобы прям я заделал там. Вот. И сейчас вы здесь просто как хранилище, да? Да. Как подпол. Погреб, да? Да. Так, это лучше не задевать. Нет, здесь света нет, А, нет, я просто да. отключил. А, ну у вас здесь овощи, вы здесь храните. Здесь холодно, прохладно. Ну да. И здесь вот овощи все хранятся просто-напросто. А здесь что такое? А здесь просто какая-то ниша, не знаю. Ну, в общем... Что-нибудь возьмете с собой, нет? Да нет, не. Мы бы и рады, но спасибо большое, не будем.
проезжаешь все эти деревни, понимаешь, что здесь когда-то кипела жизнь, а сейчас, кроме диких животных, по сути, здесь никто и не бывает. Тут интересное такое место. Видно, что здесь хозяйство, да? Ну вот, как минимум, здесь навоз, сено. Стоит такой вот бревенчатый дом, одинокий. Яблони вижу. Там улики стоят, пчелы, так подозреваю. Тут все хозяйство, видно, как здесь все по полочкам лежит, все так чистенько, все хорошо. Здесь видно, что вот дровяник, а здесь вот хозяйство какое-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы вам проще было нас запомнить, меня зовут Дима. Валенки. Это не самодельные? Самодельные. Меня зовут тоже Дима. И меня Дима зовут. И это не шутка. Вас как? Евгений. Евгений? Очень приятно познакомиться. Первое, что хочется спросить. Здесь же далеко от города, получается. Достаточно. Вот вокруг я, по крайней мере, не вижу жилых домов, кроме вот вашего. Здесь у нас в деревне было 45 домов. Свой колхоз был. Школа была, клуб был. Каждый кустик, знаешь, кто здесь, где жил, какие домики были. Все равно какая-то сплоченность была у всех Да, деревенских конечно. жителей. Люди были как-то добрее, а все какие-то злые стали. Все зависть больше. Все. Дома не закрывались. На работу хоть так цепочку прикроет и пошел на работу. Дома не закрывались. Вы здесь с рождения, получается, же? 51-го. С 51-го? А сколько же вам, если не секрет? 73-й. Года 2 или 3 назад разговор-то был по району, уже 60 деревень исчезло. Молодежь стремится куда? В город. Здесь не платят, а в городе платят. Поэтому и уезжает из деревень. А возможно ли такое, что молодежь начнет возвращаться, деревни как-то начнут оживать? Ну, говорит, уже на грани фантастики. Была бы работа, молодежь вернулась, а работы тут нету. А вот так вокруг никого нет. Вам не бывает такое, что скучновато, там еще что-то? Некогда скучать. Ну, пока ты дров принесешь, вот, пока шельдешевель, пока печку ты протопишь, пока вон это кошкам собаки сваришь. Да, то одно болит, то другое болит. А вот здесь магазинов, получается, в округе вообще... Вообще нету магазинов. А как, получается, с А продуктами? с пенсии до пенсии. Запасаюсь. Мы там приехали тоже не с пустыми руками. Мы, в принципе, знаем, что здесь рядом нет магазина. Нету тут вообще. Сейчас, один момент. Единственное, мы пока ехали, она тут немножко намокла. Ой, это не сильно. Тут, в принципе, мы постарались такое что-то... Спасибо такое, вам огромное. Спасибо вам огромное. Самое такое необходимое. Вот. Там и масло, и сахар, Спасибо и огромное, яйца. ребятки. Ну ладно, мы тоже поедем дальше уже. Хочется пожелать вам здоровья, чтобы у вас, прожить вам как можно дольше, вот, чтобы с мужем тоже было все хорошо. Было бы здоровье, остальное все будет. Да. А здоровья нет, ничего не будет. Всего хорошего вам, до свидания. Спасибо вам большое. Пойдемте. Вот, поели. Ага. Миски пустые, да? Ну, давно спрятались. Вот.
О, Как бы ничего себе сказать. у вас тут. Ну, грубка. Тепло, Да, печка. да. Ну, вот так вот, в моей постели, вот я, вот, как сказать. Где помыться, там вот то же самое, в ванной там, вот самое, нагреешь воды там. Мы задумались вот о чем. Деревни такими больше уже никогда не будут. Те деревни, которые сейчас современные, в которых живут люди, какие они? Дома зашиты сайдингом, звучит громко из колонок аляпистая музыка, где-то шум газонокосилки. А вот те деревни, когда люди собирались вместе, играли на гармониях, когда двери не запирались, это время уходит. И уходит оно в первую очередь к теми людьми, которые доживают свою жизнь. И только эти люди, оставшиеся, единственные жители этих вымирающих деревень, только они помнят, как это все было. И пообщавшись с ними, можно понять этот дух русской деревни. Пообщаться с теми, кто своими глазами это все видел и кто жил такой жизнью. Раньше вот как вот, я помню, веселее жили. Ну, праздники там, да, кто-то мимо пройдет, заходят, приглашаешь. И все так вот. Раньше не закрывали, не подвалы. Да все открыто было раньше. Ни воровства, ничего не было. Вот жизнь такая была. Там пруд был. Караси такие были там. Людей нет никого. Ну, кто там будет? Плотина была. Потихоньку люди испарились. Ой. Вот первую вашу увидели, черная. Да, Как имя у нее? Кличка? Даша. 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 Ну, 4 котенка там бегают от нее. Это мама, да? Да. Ой, сейчас убежишь. Ой-ой. Тихо. Ух ты, ничего себе. Держи камеру. Давай, я возьму. Я возьму. Их так держит, да? Ладно. От крылышки, да. Они не клюются, ничего? Нет. Ну, держите, оставьте, я пусть. Иди, Илья, иди. Вот с утра встаю, тут насыпаю корм собачкам. Дальше Осторожно. иду. Вот кормушка для птиц. Птицам даю корма. Вот мой подвальчик, где хранится картошка на зиму и овощи. Это вот тропинки, это все вы чистите, да, получается? А как же? Я просто удивлен. У вас столько сил. Вот дрова. Сено кошу. Некоторые травы заготавливаю, сушу. А, травы? Да. Какие-то лечебные или... Ну, конечно, зверобойчику. Душица. Это очень полезная травка. Все необходимое для жизни. А здесь, наверное, курочки у вас бегают, А скорее всего. здесь
когда вывод у утенят начинается, значит, уточка с своими утятками, пока они так небольшие, они, значит, тут находятся. Вот по этой тропинке из оврага в прошлом году пришел кабан. Кабан. А он пришел сюда и ходит. Ну, он подошел к этому, к подвалу. Знаете, где что нужно. Я еще поближе к нему подошла, а потом, как он кинулся за собаками-то, и я убежала, правда. А лисы это приходят и свободно ходят. А кур не воруют? Как же не воруют? Лиса, как же? Лиса чем-то должна питаться. Ну ничего, и мне оставляют. Ну, уехал-то я, 15 лет еще не было у меня отсюда. Учиться в профтехучилище на электрика. Потому что семья 6 человек было, тяжеловато было. Вот. Ну, пахали вот и до, с раннего утра до позднего вечера. И коровы были, и овцы были, и гуси были, вот, и утки были в то время. Да раньше все так имели. Все, кто до этого. Сейчас нет никого. Скажите, а у вас получается из дохода только пенсия? Да. Ну, и огород, а больше что. Ну, для вас все равно жизнь деревни, вы считаете, что она намного лучше городской? Ну, спокойнее намного. Я же по разным городам там приходилось мне. В самых крупных городах, можно сказать. Вот. Но дело в том, что там беспокойство, толкотня, туда-сюда. Вот. А здесь, как бы сказать, одному плохо. Я говорю, поговорить не с кем. А вы вообще когда-то женаты были? Да был женат я. Ну, лет 7-8 с Орловской, последний. А у вас дети есть? Нету. Я бы и остался там бы, в Орле-то, с этой женщиной. Отец заболел. Ну, а что, мать одна, пришлось выехать оттуда. Ну, так и остался здесь. Ну, мать не бросишь. Так и остался. Ну вот я в Москве жил, на судостроительном работал. Там эти эмки делал, что по Москва-реке вот ходят эти плавают. Вы делали? Да, 3 эмки сделал. 9, 10 и 11 3 эмки сделал и уехал оттуда. Получается, вы жили здесь, попробовали Съездить в Москву, там пожили. посмотреть, как там, и решили то, что вам вот это ближе здесь. Как этот московский дурдом, мне все, я и уехал оттуда. Меня не тянет туда, я вот привык к деревне и все. Спокойно. Смотрю, у вас какой-то даже автопром здесь есть. И тут стоит, и вот тут, и вот тут. Металлом хватает. Вот это рабочие. Картошку навожу с огород на ней. У вас почти кабриолет.
В принципе, можно и какие-то длинные дрова положить. Все приходится. И за водой ездил, картошку вожу, сено вожу. Даже тут какая-то акула. Смотри, есть. Сзади вон цепи натянуты. По вашим дорогам, наверное, по-другому-то и не получится особо. А вообще часто кто-нибудь к вам вот, ну, просто приезжает вот незнакомых людей? Ну, зимой, кроме Димки, охотника. Дим! Я давно хотел это сделать. Повернулись сразу 3. Ой, 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 спасибо. На этих последних жителях и держится деревня. Не станет этих последних жителей, и не станет и деревни. Она умрет вместе с жителями. Некоторые жили в городах, но потом переехали в деревню, потому что это их выбор. Но у некоторых такого выбора нет. Они вынуждены жить в деревне, доживать свою жизнь без благ цивилизации, в трудных условиях и в полном одиночестве. Деревни умирают. Уходят последние жители, хранители деревень. И вместе с ними уходят целые деревни. На карте просто уходят населенные пункты. И даже если деревни когда-то возродятся, то они не будут уже такими, как были прежде.